Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит делать для мужчины, если вы планируете остаться с ним надолго и жить счастливо. Любить мужчину не запрещается, баловать в особо исключительных случаях, жертвовать собой ни при каких условиях. Первое. Не решайте его проблемы. Сложности бывают у всех. Даже если ваш благоверный потерял работу, это не повод бить тревогу и вести его на биржу труда. Успокойтесь и дайте ему шанс самому разобраться с этой проблемой по-мужски. Запомните, работу можно найти всегда. И если мужчина мечтает не только самореализоваться в жизни, но еще кормить семью, можно в конце концов и грузчиком поработать, прежде чем завоевать мировую известность. Если у вас войдет в привычку давать ему большие суммы, рано или поздно это закончится трагедией. Вам придется найти сначала вторую, потом третью работу. Поверьте, мужественности в нем не прибавится, а вот любовь может изрядно пострадать. Ваш любимый не оценит, если вы превратитесь из женщины в ломовую лошадь. Второе. Дарить дорогие подарки. Помните рассказ о Генри «Дары волхвов», где главная героиня продала волосы, чтобы купить мужу цепочку для часов, а муж, в свою очередь, продал те самые часы, желая подарить супруге набор крепней. Различные презенты и подарки в паре должны быть равноценными. Нет смысла преподносить любимому портфель из кожи питона или покупать новый автомобиль, если вам в очередной раз дарят пылесос или кухонный комбайн. Во-первых, попытка завоевать мужчину деньгами, скорее всего, не приведет к успеху. Роскошные подарки могут оттолкнуть партнера, особенно если он к такой роскоши не привык. Во-вторых, если вам попался недобросовестный представитель сильного пола, любовь может превратиться в использование ваших ресурсов. Третье. Жалеть. Нельзя быть для любимого жилеткой для слез. В отличие от женщин, представители сильного пола за жалость к себе не испытывают чувства любви. То есть, проще говоря, рассказывать о своих проблемах, жаловаться на жизнь и лить слезы он будет вам, а вот встречаться и любить будет других. Большинство женщин наивно полагают, что мужские слезы и жалобы – признак глубоких чувств и сильной связи, ведь они на своих плечах вытаскивают его, несчастного и одинокого, из пучины горя и отчаяния. Вспомните печально известную русалочку. Спасла принца она, а женился-то он на другой. Мужчина не будет любить ту, которая видела его уязвимым, а мудрая женщина может вдохновить любимого на новые подвиги лишь одним хлопком по плечу. Четвертое. Произносить фразу «я же тебе говорила». Даже если вы 1000 раз правы, и вы его предупреждали, предостерегали и говорили, как надо было, а он посмел вас ослушаться. Нет ничего более провокационного, чем ваша фраза «а я тебе говорила». Мужчины любят делать по-своему, и не имеет никакого значения, как много раз вы предупреждали его о том, что он может ошибаться. Эта фраза бьет по самому больному месту, по мужской самооценке. Во-первых, вы оказались умнее, чем он. Во-вторых, указали ему на это очень бестактно. Будьте уверены, теперь ваш любимый наверняка обидится. Более того, скорее всего, в скором будущем он припомнит вам свой досадный промах. Поэтому не нужно выделять свое превосходство такими провокационными словами. Пятое. Отказываться от личной жизни и карьеры. Если вы в браке, то это не значит, что нужно забыть о своей прошлой жизни, друзьях, работе, увлечениях. У вас есть своя личная жизнь. Не у каждой женщины в планах стать домохозяйкой, полностью принося себя в жертву представителю мужского пола, детям, бытовым проблемам и домашним заботам. Таким барышням они быстрее теряют интерес. По статистике, именно такому типу женщин чаще всего изменяют мужчины.
Первая причина. Им становится скучно. А вторая. Появляется желание обратить свой взор на более изящную женщину, которая находит время на себя и следит за своим внешним видом. Он полюбил вас именно такой, какой вы были раньше, поэтому не забывайте о себе и о своих предпочтениях. Чем разнообразнее и полнее будет ваша жизнь вне семьи, тем больше к вам будет тянуться ваша половинка. Однако не забывайте, во всем нужно знать меру. Шестое. Менять внешность. Да, безусловно, мы, женщины, любим меняться. Если сегодня нам нравилось быть брюнеткой, вполне возможно, что завтра мы решим перекраситься в блондинку или рыжую. Хоть женщины и любят меняться, но происходить это должно по собственной воле, а не в угоду мужчине. Просто потому, что ему так захотелось. Если ваш любимый настаивает на том, чтобы вы кардинально изменили свой имидж, который не очень-то вас вдохновляет, это веский повод задуматься, а ваш ли это человек. Похудеть на 10 килограмм или покрасить волосы в розовый цвет только из-за того, что он может от вас уйти, по-настоящему любящий человек не станет требовать от вас измениться, не говоря уже о серьезном понижении вашей самооценки. Почему бы в этом случае не посоветовать мужчине найти себе свой идеал, а не пытаться подогнать вас под невероятные параметры? В любом случае, ваш мужчина должен принимать вас такой, какая вы есть. В противном случае это просто не ваш мужчина. Увы, таковых на жизненном пути встречается куда больше, чем нам того хотелось бы. Другое дело, если мужчина просит вас о незначительных вещах, которые вы с легкостью способны изменить. Небольшая корректировка вашей внешности, которая только усилит вашу привлекательность, никогда не препятствовала никаким отношениям. Напротив, лишь способствовала укреплению эмоциональной близости. Личное пространство нужно абсолютно всем, и это нормально. Дайте мужчине свободы и больше поводов быть героем для своей женщины. На тех, кто вас не ценит, на тех, кто вас не любит и не ждет, на тех, кто без сомнений вам изменит, кто вдруг пойдет на новый поворот. Не тратьте слез на тех, кто их не видит, на тех, кому вы просто не нужны, на тех, кто, извинившись, вновь обидит, кто видит жизнь с обратной стороны. Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен, на пыль в глаза и благородный понт, на тех, кто дикой ревностью простужен, на тех, кто без ума в себя влюблен. Не тратьте слов на тех, кто их не слышит, на мелочь, недостойную обид, на тех, кто рядом с вами ровно дышит, чье сердце вашей болью не болит. Не тратьте жизнь, она не бесконечна. Цените каждый вдох, момент и час. Ведь в этом мире, пусть не безупречном, есть тот, кто молит небо лишь о вас. Успехов вам во всем! Пусть в ваших отношениях царит гармония, счастье, любовь и все самое лучшее, что только возможно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много полезной и нужной информации для себя. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.